Всем привет! Сегодня я хочу попробовать сделать вяленые помидоры. Раньше я их никогда не делала, так что будем вместе с вами изучать этот рецепт. Ну, понятно, что это, в принципе, итальянский рецепт, и его делают не только в Италии, но и во многих средиземноморских странах. Есть его и добавлять его можно в различные выпечки, салаты, сыры, соусы, пасты. В общем, как закуску, как самостоятельное блюдо и в любом блюде. Вяленые помидоры очень полезные. В процессе приготовления они практически не теряют свойства, и поэтому они не только вкусные, но и достаточно полезные. Единственное, надо учесть, что если есть какие-то противопоказания по здоровью, ну, например, что-то с желудком, там, про язву я вообще не говорю, надо с осторожностью их употреблять, потому что там остается очень много кислот, а кислота, она может неблагоприятно действовать на организм. Понятно, что вяленые помидоры изначально вялили на солнце. Но не у всех есть такая возможность. Например, в нашей подмосковной среде солнце бывает достаточно редко, а если и бывает, не пойду же я во двор выкладывать эти помидоры. А так вообще, посмотрите, как интересно, могут и делают их итальянцы в таком масштабе большом. Ну, понятно, что на продажу. Мы с вами будем делать эти помидоры в сушилке, хотя можно их приготовить и в духовке. Есть такие рецепты, но мне не очень нравится в духовке, потому что, во-первых, сейчас жарко, и если будет у меня постоянно работать духовка, я вообще задохнусь. Тем более в сушилке их особенно и не нужно контролировать, поставить в сушилочку и спокойно, там, может быть, раз в 2 часа просто поменять поддоны местами. Тем более сушилка сама регулирует все, температуру, выключается, включается, вот, и не дает такого уж сильного обогрева. Кроме того, там хорошо выходит влага, а поскольку в помидорах достаточно много влаги, она будет выходить автоматически, так скажем. Итак, готовим помидоры для того, чтобы их разложить в сушилку. Для начала берем, естественно, их помыли, немножко обсушили. Вот, я их буду резать на 4 части. Мне кажется, они так будут гораздо лучше сохнуть. Удаляем, естественно, плодоножки. Вот, режем на 4 части. Лучше томаты брать сливовидные. Они такие плотненькие и не будут сильно растекаться. Так что я взяла пока 1,5 килограмма. Посмотрим, что получится. Да, кстати, у нас, конечно, можно купить все эти вяленые помидоры, но цена на них зашкаливает. Я посмотрела в интернете, цена за 250 грамм готового продукта, то есть вяленых самих помидоров без масла, без всего, стоит где-то 350 рублей. На эти помидоры я затратила даже сейчас при наших достаточно немаленьких ценах на 1,5 килограмма, почти на 1,5 килограмма 160 рублей, что в принципе достаточно дешево, если учесть, что получится из этих 1,5 килограмма где-то как раз 250-300 грамм помидорчиков. В общем, режем все помидоры на 4 части. Вот помидоры я порезала. Получилась у меня достаточно приличная гора такая. Теперь, чтобы помидоры лучше сохли, лучше, удалить сердцевинку. Потому что она содержит в себе самую такую влажную среду. Вот. Берем обычную ложечку и вычищаем все четвертинки этой ложечкой. Серединки, которые мы вычищаем, конечно же, мы не выкидываем. Мы их будем использовать для другого рецепта. Вот. И вот таким образом, не спеша, вычищаем все кусочки помидор.
Так, все я помидоры вычистила. Теперь отставляем внутренности. И начинаем помидорки раскладывать в сушилку. У меня сушилка Вигор с 3 поддонами. Если будет интересно, я дам ссылочку в описании. Она у меня служит очень давно. Что я только в ней не делала. Кстати, там дам и ссылки на рецепты. Ну, у меня их не очень много. Ну, какие есть, какие я делала продукты в сушилке, я дам ссылочки. Я раскладываю помидоры прямо на решетку, потому что так лучше будет проходить воздух. Не буду я никакие марлечки стелить. Так они и так хорошо улягутся. В некоторых рецептах рекомендуют, если вы делаете в духовке, сбрызнуть помидоры маслом с какими-то специями. Но поскольку я буду делать в сушилке, масло мне тут совершенно ни к чему, поэтому я буду просто их вялить, а потом уже будем добавлять специи. Так, 2 помидора не дорезала. Специи всякие, масло и прочее. Ну вот я все заложила. 3 поддона. Сверху поставила крышечку. Выставлять буду пока на максимум. Максимум у меня 70 градусов. По моей сушке, если будет интерес, опять же дам ссылку на отзыв, где я подробно все про нее написала. В общем, 70 градусов и зажужжали. Пока помидорки сушатся, делаем ароматное масло. Для того, чтобы оно за все это время пропиталось как следует. Это я взяла базилик зеленый. Не знаю, мне нравится зеленый. Можно, конечно, сделать и такой фиолетовый. Ну, как-то зеленый с красным. Мне кажется, более приятно. Режу базилик. Небольшое количество соли. В принципе, 1 ложечки достаточно. Туда же хочу положить мяты, прям вот пару листочков. Ну, так скажем, для пикантности. И острого перчика. У меня он не очень острый, такой не халапеньо, конечно, но со стороны хвостика он ничего. Если резать его с семечками, то он достаточно острый. Ну и кроме того, естественно, чесночок. Не буду его через чеснокодавилку. Сделаю таким вот кусочками, его порежу. Сначала раздавлю, чтобы он выпустил весь свой сок. Ну и чтобы удобнее резать было. И вот такими вот порежу. Небольшими. Потом можно будет его всегда вот так вот измельчить. Так, немножко помельчить. Хотя, в принципе, тут его не обязательно очень сильно измельчать. Так, думаю, наверное, соли все-таки добавлю еще. Наверное, вот все-таки это большое количество будет. И теперь залью маслом. Конечно, масло можно использовать оливковое, но, как практика показывает, и как говорят духи в интернете, не обязательно его использовать и оливковое. Можно обычное залить и растительное. Главное, чтобы без запаха было. Все, теперь все это перемешиваем. Масло я налила где-то, наверное,
Миллилитров 200. Да, наверное, стакан. Масло закрываю крышкой и оставляю в теплом месте. Пусть оно настаивается. Ну, по крайней мере, ночь. Пока у нас вялится помидор.